Всем привет, меня зовут Алина Федорова, и сегодня мы будем говорить о стандартах женской красоты, которые существуют сейчас, которые существовали раньше, о том, какие стандарты нам диктуют социальные сети, и вообще, как это влияет на людей, и на парней, и на девушек, потому что я все чаще сталкиваюсь с тем, что я вижу какие-то посты, либо видео на ютубе о том, как пагубно влияет Инстаграм на людей, как он давит на психику, как он разрушает жизни людей, и как девушки пытаются подстроиться под какие-то навязанные, выдуманные стандарты, как парни становятся более требовательные, и как у них тоже искажается восприятие прекрасного в этом мире через призму этих всех социальных сетей, и вообще, что это зло вселенское. Ну, давайте вообще разберем, как было вообще в истории человечества, какие стандарты красоты существовали. Мне кажется, что это очень интересно. И порассуждаем, в такое ли мы страшное время живем. Знаете, ребята, я вообще, кстати, обожаю историю, и в школе это был мой самый любимый предмет. У меня были отличные оценки. Я помню, что я сдавала внешне независимое тестирование. По истории я сдала его лучше всех, у меня был самый высокий балл, и у меня даже были мысли о том, чтобы стать историком. А вообще, я считаю, что каждый человек должен хотя бы в какой-то степени изучать историю, потому что таким образом он может более объективно оценивать то, что происходит сейчас, в современность, потому что когда мы понимаем, какие этапы человечество проходило, с какими ошибками оно сталкивалось, что оно делало не так, мы можем учиться на этих ошибках, мы можем поступать иначе, и можем понимать вообще, в какую сторону мы движемся, и правильно ли мы движемся. Поэтому я считаю, что история, она просто необходима нам. Так вот, это немножко отклонилось от темы, давайте говорить о красоте. Эталоны красоты существовали всегда. Мода на внешность, на одежду, на образ жизни как таковой, он всегда существовал всю историю человечества. В разных странах, в разных эпохах это, конечно, было очень по-разному. Например, если мы возьмем вообще какие-то первобытные племена, первобытное общество, конечно же, в культуре идеал красоты, он равнялся тому, насколько человек приспособлен к тому, чтобы выживать в этом мире и давать потомство, конечно же, что естественно. Скажем, аутсайдерами были те, кто был самый слабый, самый хилый, бесплодный. Я думаю, что вы сами из истории помните, что в те времена избавлялись от детей, которые рождались слабыми, больными. В общем, тогда был такой естественный отбор, выживает сильнейший. Если говорить про древние цивилизации, например, про тот же Египет, у них, конечно же, существовали свои эталоны женской красоты. Красивая женщина у них считалась высокая женщина с длинными руками, длинными ногами, небольшой грудью. У них были такие миндалевидные большие глаза, пухлые губы, прямой нос. У них же также считалось, что очень красиво иметь зеленые глаза, поэтому не подводили зеленой краской себе эти глаза. Всю растительность на теле они убирали. Египтянки были в этом плане довольно продвинутые, но также они избавлялись от волос на голове, затем надевали такие пышные парики. Также у них не считалось чем-то зазорным показывать свое тело. У них были довольно-таки прозрачные, открытые одеяния, возможно, даже топлес. Это было в порядке вещей. У них было много различных аналогов современной косметики, подводки, какие-то помады, даже пудра. Все это уже тогда в Египте существовало. В Древней Греции были свои стандарты красоты, которые, конечно же, очень сильно отличались. Был у греков культ тела. Для них это было очень важно. У них было подобие современной тенденции, что в здоровом теле здоровый дух. Они очень много уделяли внимания своей внешности. Женщина считалась красивой с золотыми волосами. Кстати, тогда они их окрашивали. Кажется, это были голубые глаза. Формы у женщин приветствовались, но в меру. Кстати, есть очень интересная легенда, которая гласит, что натурщица, с которой делали скульптуру Афродиты, ее как-то приговорили к смертной казни за якобы непристойное поведение. Когда ей вынесли приговор смертной казни, она скинула с себя одежду и оказалась, в чем мать родила. И когда судьи увидели ее тело, они решили, что нужно срочно отменить казнь, потому что грешная душа не может просто жить в таком безупречном теле. Она просто никак не может быть грешной. По этому поступку можно было понять, что для греков внешность играла огромную роль. Если говорить про Азию, про Древний Китай, то, в принципе, как и по сей день, они любили таких кукольных девушек, очень миниатюрных, с очень белой кожей. Особое значение у них уделялось женской ноге, ее размеру. То есть она не должна была превышать 7,5 сантиметров. Это было практически невозможно. Вы знаете тоже наверняка про их обычаи. С 4-летнего возраста они всем девочкам перебинтовывали ноги, таким образом деформируя кость, хрящи. Это, можно сказать, человек оставался инвалидом на всю жизнь. Они не могли нормально ходить, еле передвигались. Такая походка, немножко виляние бедрами за счет этих маленьких шажков, это тоже считалось у них
очень красивым. Вот эта маленькая ножка, это была гордостью девушки. Чем меньше у нее была эта ножка, тем у нее было больше шансов удачно выйти замуж. Либо если это был какой-то знатный род, тоже чем меньше была ножка у девушки, тем опять-таки на более влиятельного, богатого супруга она могла рассчитывать. Откуда вообще это пошло? По легенде говорят, что однажды китайский император увидел ножки, танцующие ему куртизантки. Ему они настолько понравились, что он публично сказал какой-то комплимент. Он выразился, мол, что это самое прекрасное, что он видел, сравнил их с лотосом, либо что-то такое. И с тех пор это просто стало трендом в Китае, и все начали потом издеваться над своими дочерями и делать их ножки маленькими. Что же происходило во времена Средневековья? Ну, на самом деле, была жесть, потому что, как вы знаете, тогда было огромное влияние церкви, инквизиция, и, конечно же, все монахи, они соблюдали целибат, они не имели права иметь отношения с женщинами, и любая женщина, которая вызывала похоть у мужчин, которая была слишком привлекательна, слишком яркой, слишком какой-то необычной, она считалась ведьмой и тут же сжигалась на костре. Времена для красивых женщин были вообще не сладкими. Эталон красоты, который установила церковь, он должен был быть такой невинной, непорочной женщиной, которая совсем серая, которая не особо бросается вообще в глаза. Тогда даже сбривали брови, выдергивали ресницы для того, чтобы лицо было таким безликим, чтобы оно вообще не читалось. Также это была белая кожа в моде, сбривались виски, и вот эта вот часть волос, которая идет у лба, не приветствовались никакие формы. Чем мельче грудь, чем уже бедра, уже плечи, руки, запястья, тем лучше. Никаких атрибутов сексуальности, проявления женских форм оно не должно было быть. Когда церковный аскетизм сошел на нет, тогда настала эпоха Возрождения. Все это, конечно, началось из Италии, и в моду вошли пышнотелые женщины. Это были высокие женщины с широкими плечами, с большими руками, с животиком. Чем больше, тем лучше. Это все ассоциировалось с какой-то плодовитостью. Такими женщинами восхищались. Их изображали на картинах. Их можно наблюдать на картинах Тициана и Рубенса. Это считалось очень красивым, сексуальным. Также в те времена не считалось тоже ничем зазорным нагота. Очень часто женщины демонстрировали свое декольте, свою грудь. Чем шире открытие декольте, тем лучше. То есть в каждую свою эпоху, кто был во главе, кто имел влияние и как он выглядел сам, то и становилось актуальным. А теперь давайте вспомним времена Голливуда. Кстати, Голливуд продиктовал свои стандарты красоты. Режиссеры, продюсеры, они определяли очень четкие стандарты того, как должна выглядеть актриса. Там был очень жесткий кастинг, отбор. И если вы посмотрите очень старые голливудские фильмы, вы тоже можете увидеть, что существовал определенный типаж. Все они были в той или иной степени похожи. Кстати, я заметила такую штуку. Я как-то смотрела фильмы Альфреда Хичкока, я заметила, что у всех актеров голубые глаза. Я реально в шоке была. Конечно, на тот момент вообще актрис можно было пересчитать, наверное, на пальцах там одной руки. Поход в кино — это было просто грандиозным событием в жизни каждого человека. И, конечно же, все женщины, весь мир равнялся на этих актрис, и они были эталонами красоты. Все хотели быть как они, и они тоже вводили моду на ту или иную прическу, одежду. Опять-таки мы понимаем, что моду эту создавал буквально один либо пару человек, самых главных. Режиссер, либо продюсер, кто был за главного, тот и решал, что красиво, а что нет, и это имело такое огромное влияние вообще на весь мир. Давайте, например, возьмем такую легендарную личность, как Мэрилин Монро. Ее знает абсолютно каждый, даже по сей день ее образ очень часто используется где угодно. Начиная в кино, клипах, даже если образы визажисты создают модели, они часто используют макияж, либо укладку в стиле Мэрилин Монро. Удачный пример того, как можно создать себе какой-то образ и потом ввести в моду, потому что образ Мэрилин Монро, он был полностью искусственно созданный. Начиная от ее имени, как вы знаете, это псевдоним, ее звали на самом деле Норма Джин Бейкер, заканчивая ее этой прической, цветом волос, она перекрасилась в этот платиновый цвет. И даже не только говорить о внешности, а говорить там о ее поведении, о ее манерах и так далее, это тоже все было искусственно создано. Как ей самой, так ее бойфрендом, который ее продвигал, а также различными специалистами, профессионалами. В общем, она создала моду на определенный типаж внешности, и все женщины того времени тоже хотели быть похожи на нее, делали такую же прическу, красились в этот платиновый цвет, и, в общем, она стала тоже таким неким идеалом женской красоты того времени. Она мне никогда, на самом деле, не импонировала как личность. Безусловно, она легендарная, но, тем не менее, на мой вкус, меня больше привлекали женщины, такие как та же Одри Хепберн, либо же Софи Лорен, потому что они были очень красивыми, сексуальными, они обладали большей благородностью,
какой-то естественностью, интеллигентностью, и меня, скажем, это больше привлекает. Я читала ее биографию, как я читала биографии других актрис, и тоже, на мой взгляд, та же Одри Хепберн, она оставила более светлый, что ли, более правильный след в истории, нежели Мэрилин Монро. Одри Хепберн дожила до пожилого возраста, она занималась благотворительностью, вела такой правильный образ жизни. В то время как Мэрилин Монро прожила, на самом деле, очень несчастную жизнь. Она, во-первых, лежала в психиатрической клинике, я думаю, что это было наследственно, потому что мама тоже была в психиатрической клинике, по этой причине Мэрилин Монро постоянно меняла приемных родителей. Также есть сведения того, что она была изнасилована одним из своих отчимов, это повлияло на ее психику, она была фригидной после того всю жизнь, также не могла завести ребенка, почему она очень страдала, была очень истерична, имела проблемы на работе с режиссерами, говорят, снимали просто по 50 дублей, потому что она не могла нормально сделать, и на самом деле с ней было очень сложно работать. Имела проблемы, опять-таки, с алкоголем, с наркотиками, с таблетками, с снотворными, успокоительными, что она принимала. Все это миксовало, и мы знаем, чем это все закончилось. Не очень хороший пример того, как можно прожить жизнь, к сожалению. Вернемся к нашим эталонам красоты. Мне очень импонируют времена, концовка 80-х, начало 90-х, когда очень активно развивался модельный бизнес, и появились так называемые супермодели. В их число входили Синди Кроуфорд, Клаудия Шифер, Наоми Кэмпбелл, Кристи Тарлингтон и Евангелиста. Эти модели, они были везде. Феномен их был в том, что они могли в один день сниматься для обложки Vogue, на следующий день они могли сниматься для обложки Playboy. Они могли пройтись по подиуму, на следующий день сниматься для рекламы какой-то косметики, как Dior, так и Coca-Cola, как и коммерческая реклама, так и что-то фэшн. Они делали абсолютно все. Все женщины мира хотели быть похожими на них, они были иконами стиля, эталонами красоты. Эти модели получали просто сумасшедшие гонорары. Например, очень известная фраза Евы Евангелисты, которая в своем интервью сказала, что меньше, чем за 10 тысяч долларов в день она не встанет с постели. Кстати, ей потом приходилось оправдываться за ее высокомерие. Все вот эти модели, которых я назвала, модели 80-х, они были реально очень красивыми, на мой взгляд. Это, скажем, мои сугубо личные представления о красоте. Я действительно считаю их очень красивыми женщинами. Многие из них и по сей день выглядят, я бы сказала, вообще прекрасно. Даже Синди Кроуфорд, у нее безумно красивая дочь, на мой взгляд, она тоже модель. В общем, каноны женской красоты действительно очень сильно, кардинально менялись всю историю человечества. Мы сейчас живем в 2020 году, и я могу сказать, что мы живем в прекрасное время, потому что, оглядываясь в историю, оглядываясь назад, то, как жили женщины, как их угнетали, сколько было каких-то действительно придуманных стандартов, сейчас я вижу разнообразие. Журналы, каталоги, где я вижу девушек разного типажа, как худые, так и полные, так и с разным цветом кожи, с разными укладками, прическами, с пигментациями, с шрамами, что угодно. Это на самом деле прекрасно. Сейчас нет вообще каких-то определенных, на мой взгляд, стандартов красоты, потому что люди начали понимать, что это ненормально сказать, что вот брюнетки красивые, а блондинки нет. Либо что зеленые глаза это красиво, а вот, например, карие это некрасиво. Люди пришли к тому, что красота, она многообразна, разнообразна, и это то, что мы видим сейчас. Это повсюду. И я считаю, что мы должны вообще радоваться и быть благодарными, что мы родились именно в это время, и что мы сейчас имеем возможность самовыражаться, выглядеть вообще как мы хотим. Давайте, например, возьмем тот же Инстаграм, который все ругают и говорят, что он диктует свои какие-то определенные стандарты, фотошопленные фотографии и так далее. На самом деле я смотрю Инстаграм, и я вижу, что там есть все. Хотите полных девушек, которые пишут о бодипозитиве? Пожалуйста, таких очень много страниц. Хотите девушек смешанных национальностей, экзотических? И таких много. Хотите фэшн-моделей? Таких тоже много. Прелесть в том, что вы можете создать свою ленту вообще из тех людей, которые вам нравятся, которые вам близки по духу, которых вам интересно смотреть, которые вас вдохновляют, и вы можете окружить себя только этим. Я фоловлю тех людей, которые нравятся лично мне, которые мне не нравятся. Я их просто не фоловлю, мне не интересно. И это же просто гениально. Я не понимаю, почему же ругаться тогда, если можно реально смотреть на то, что тебе нравится, и тебя никто не заставляет смотреть на то, что тебе не нравится. В общем, я могу сказать, что Инстаграм — это на самом деле отличный инструмент того, как можно самовыражаться, как можно делиться своим творчеством, как можно зарабатывать, как можно строить свой бизнес. Говорить о том, что такой современный инструмент — это плохо, я не знаю, по-моему, это крайне глупо. Это то же самое сказать, что интернет, вообще ноутбуки, компьютеры, телефоны, все это ужасно, что это в нашу жизнь приносит только одни несчастья, хаос. Безусловно, все имеет свою какую-то негативную сторону, но все зависит от того, как этим пользоваться, как человек распоряжается,
где его фокус внимания. Если человек, например, свой ноутбук использует для работы и действительно делает какие-то шедевральные вещи, создает какие-то полезные, нужные программы, пишет какие-то произведения, создает музыку, рисует, это ведь прекрасно. Другое дело, когда человек играет просто в какие-то примитивные игры, либо смотрит какие-то глупые видеоролики, то, конечно, в его руках это просто бесполезная штука и вообще источник его, скажем, деградации, я бы так сказала. С Инстаграмом то же самое. Если взрослый человек, и он не может для себя выбрать в этой социальной сети то, что ему нравится и то, что ему подходит, и он, наоборот, смотрит только на то, что его раздражает, демотивирует и вносит какой-то деструктив в его жизнь, то тут уже вопросы непосредственно к этому человеку. Например, если говорить про мои отношения с Инстаграмом, я ему только благодарна, потому что, во-первых, мне очень нравится процесс создания фотографий, контента и видео в том числе. Мне нравится красивая одежда, мне нравится разная одежда, мне нравятся примерки, мне нравится фотографироваться, мне нравится находиться в объективе камеры, мне нравятся различные красивые локации, и все это вместе совмещать, и мне это доставляет удовольствие, это творчество. Благодаря Инстаграму я начала работать моделью, я получила очень много клиентов, очень много работы, много брендов, которые мне писали через Инстаграм, и благодаря ему заработала много денег. Вообще многие вещи были именно благодаря Инстаграму. Мне нравится как и создавать красоту какую-то в виде фотографий, так и мне нравится смотреть на эту красоту. Поэтому меня Инстаграм совершенно не грузит и не угнетает. И в то же время в Инстаграме я нашла очень много классных людей, которые мне нравятся, с которыми я бы даже подружилась, и это вообще невероятно. Можно, конечно, долго жаловаться на то, какой неидеальный мир, и это правда, действительно есть свои неидеальности, минусы, но тем не менее мы живем в хорошем мире, особенно если смотреть, как жили прошлые поколения. И наша задача только выбирать из всего этого разнообразия всего, что есть в этом мире. Это информация, это люди, окружение, работа и так далее. То, что действительно будет хорошо на нас влиять, то, что поможет нам прожить эту жизнь в гармонии, в созидании. Ребят, это были мои мысли по этому поводу. Если видео вам понравилось, ставьте лайк. Также напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу и как повлияли социальные сети на вашу жизнь, особенно Инстаграм, и повлияли ли вообще. А мы скоро увидимся. Пока!